Приветик, приветик. Сегодня мы начинаем вязать рукава. Я постараюсь сегодня успеть вам показать, как я делаю прибавки, потому что, посмотрев на свою схему рукава, я поняла, что у меня вот тут вот много рядочков перед тем, как сделать прибавки. Сейчас я их постараюсь быстренько провязать, а пока почитаю ваши вопросы, потому что вчера было много вопросов. Может быть, их, конечно, не будет. Плюс еще ко всему мне нужно тут со спиц перекинуть петли на булавку, потому что у меня пока одни рабочие спицы, остальные все в ходу в другом, поэтому приходится немножко вот так с булавкой работать. Сейчас перекину, начнем вязать, и я вам покажу обязательно, как я делаю прибавки. Но это 100%, даже если я не доберусь до ряда с прибавками, я вам просто покажу их чисто, ну, как будто у меня сейчас будет прибавка. Вот, мне кажется, это нужно обязательно сделать, хоть и вы все уже вяжете, я видела, многие скидывали свои отчеты, даже у некоторых уже прям хорошенько рукава провязаны, и скидывали отчеты, я смотрела, как вы делаете прибавки, и там все правильно. То есть мне кажется, что вопросов не возникнет, но раз мы набираем, ой, в смысле набираем, разбираем все моменты, поэтому и это тоже нужно показать. О, наконец-то все видно! Ура! Спасибо, кстати, за скриншоты. Мы с Сашей смотрели и смеялись, и плакали в то же время, насколько жестко было видно. В прошлый раз. Да, это вчера, да, был эфир ужасный, по-моему, вчера. Приветик Жигулевску. Интересно. Так, спицы я меняю, потому что у меня тут шестерка сейчас, а мне нужна 5. Добрый вечер. Девочки, кто там рукава уже вяжет? Расскажите, на каком вы этапе. У меня остался один моточек. Как вы помните, у меня 2 мотка уже ушло на спинку и на полочку одну, и на половинку полочки второй. Вот, я начала 2 других мотка. Я вяжу в 2 нити, поэтому у меня всего по 2. И у меня остался последний 5-й моток. Вот из него я буду сейчас вязать рукав. Потом, скорее всего, ведь кончика у ниточки 2, скорее всего, я с другого конца начну вязать второй рукав вот тех 2 мотков, которые у меня есть. И мне кажется, так я хорошо уложусь, чтобы лишний раз ничего не резать. Итак, мне нужно вытянуть ниточку из серединки, и мне нужно взять ниточку, вот я ее легко из серединки вытащила. Кто еще не знает, пробуйте именно из серединки, потому что легче вязать, моточек не болтается. И вторую ниточку я беру, второй кончик я беру вот с этой, с внешней стороны клубочка. Соединяю эти 2 ниточки, 2 конца, и буду сейчас вязать. Я вяжу рукав уже больше половины, всего-то 76 рядов, отлично. Мне кажется, рукава вообще легкотня, и свяжутся они очень быстро. Потом нам нужно будет реглан связать, и почти готово. Итак, что у меня здесь написано? Мне нужно набрать на рукав 30 петель. Набираю свои петли и буду вязать. Так. Сейчас я наберу и почитаю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Приветик, Лена. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28. Ой, неправильно. 28, 29, 30. Готово. Вот у меня как раз небольшая ниточка осталась. Первый ряд, как мы помним, всегда изнаночный. Поэтому я уже сразу отмечаю себе. Начинаю я рукав, как помните, я вчера рассчитывала. Мне нужно с лицевой петли начать его вязать. Начинаю тогда с лицевой. Непривычно. Все время с изнаночной начинаю. Сашика, что еще есть необычного в вязании спицами, чему ты могла научить? Ой, не знаю, девочки. Я даже
вот так сразу не смогу ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, мне кажется, что спицами все как бы более-менее обычно. Ну, в том плане, что, чего-то суперсложного или суперлегкого нет. Мне кажется, все достаточно ровно и доступно. Вот. А во-вторых, вот так вот, чтоб сразу, ответить — это тяжело. Так, приветик, приветик. Правила оверсайза еще хотелось бы познать. Ах, мне кажется, что тут только опыт, потому что когда вы чувствуете, если вяжете на себя, когда вы чувствуете конкретно, что для вас широко, что для вас узко, то это только с опытом. Если на заказ, то спокойно можно прибавлять плюс 10 сантиметров. Опять же, все обсуждается с заказчиком, потому что многие хотят прям сильно-сильно широко, вот знаете, чтобы вообще окунуться, а многие хотят просто немножко как будто на размер больше. То есть то, что заказчицами, это все обсуждается, и вы с ними конкретно говорите, сколько сантиметров прибавить, ширина будет такая-то, подходит, да, не подходит, значит что-то меняем. А если на себя, мне кажется, это только опыт. То же самое могу сказать, если на вашего мужа, если на маму, если на сестру, то это тоже только опыт, если вы будете, ну, часто им вязать. Добрый вечер. Может, необычные фасоны? Это уже вы мне подскажите, какие необычные фасоны вы бы хотели, чтобы мы с вами рассмотрели. Я вот так сразу не могу представить, что это такое может быть. Добрый вечер, Саша. А про кетливание есть у вас мастер-класс? Добрый вечер. Нет, про это конкретно нет, но мы планируем с вами со всеми вязать. Ой, зависло, нет. Планируем с вами со всеми вязать свитер с точным рукавом, и там как раз я хочу сделать красивую настоящую горловину с кетлевкой, поэтому там буду про это рассказывать. Это будет осенью, может быть где-то октябрь-ноябрь, еще не знаю. То есть это пока в планах. Может, штаны, там между ног сложная штучка ее вывязать. Штаны или шорты. Ой, вы знаете, честно говоря, так мало людей, кто это понимает, вязаные штаны или шорты, поэтому даже не берусь вязать. Не берусь вязать. А если детские, то там тот же принцип, что и для взрослых. То же самое, знаете, ну вот, как при шитье. Такую же штучку вы вывязываете, и все отлично сидит на попе. Блин, чтобы связать шорты на взрослого, так я уже 4 ряда связала, это надо, чтобы был большой спрос для шорт или брюк на взрослого, штанов. Я вот, честно говоря, не знаю, понравится ли это многим. Если говорить о трикотажных таких костюмчиках сейчас, которые модно, то это все вяжется на машинке, и опять же не вижу смысла вязать спицами на двоечке, на тоненькой, чтобы получить большие-большие длинные штаны. Сейчас я возьму карандаш, чтобы отмечать. Взрослые хочется. О, я хочу, знаете, такие какие-то фасоны, которые... Сейчас я прочитаю. Фасоны, которые бы подошли большинству, потому что вот, например, даже то платье, которое мы вязали, все, я провязала резинку, теперь буду вязать английскую резинку и уже делаю отметки в своей таблице. Если, так, про что я говорила? Если даже взять вот то платье, которое мы вязали летом в интенсиве в первом, то даже это платье не всем подходит, потому что многие девушки, у кого не идеальная совсем фигура, они просто побоялись его вязать. То есть даже в этом плане получилось, что не всем платье нравится. А если штаны предложить, мне кажется, мы будем вязать втроем их. Ну, не знаю, плюс ко всему, мне кажется, что я сама штаны вязаные не буду носить. То есть мне потом нужно эти штаны будет куда-то, не знаю, определить в какое-то место, где они будут жить. А так, в принципе, да, было бы прикольно рассмотреть этот вариант, потому что, ну, тоже там есть разные всякие нюансы, и это не, ну, то есть не когда ты научился вязать лицевую изнаночную и сразу вяжешь штаны. Это все-таки тоже нужно немножко знать. Так, сейчас я почитаю. Сашуль, если я везде с лицевой начинаю пришивание изделия, это отразится или не так важно? Не важно вообще, с какой вы начинаете, это если смотреть на сшивание. Вообще без разницы. Так,
Никакие не знаю. Никакие штаны не знаешь. На взрослую попу тяжело вязать. На взрослую попу нужно, хорошенько их больше вязать, чтобы они, на попу сели, чтобы не получилось, что сверху они у вас находятся в нужном месте, а на попе они у вас примерно посередине попы. То есть вот это вот нужно обязательно учитывать. Домашние шорты можно с кофтой, пижамка. Ой, не знаю. Ну, это вы мне идею кинули, я подумаю, может быть, когда-то у меня родится. Знаете, самое главное, чтобы вы рассказывали, что вы хотите. Я так себе в голову кладу, а потом хоп, у меня рождается идея, и я понимаю, что ее нужно быстро-быстро воплощать. Так, вяжу я свою английскую резинку. Когда будут убавки, ой, в смысле прибавки, я камеру поменяю и покажу вам, как я их делаю, провяжу с вами пару рядочков. Так, я в комбезике ластовицу не вывязывала, ластовицу, да, как она правильно читается, и все отлично село, но это для ребенка. В принципе, можно не вывязывать, потому что когда мы шьем брюки, даже те же самые узкие брюки, то там этого места нет. Она только есть в колготках, потому что там я смотрела или не помню, где я это брала, потому что там при вязании этих колготок просто, ну, не получается вывязать аккуратно эту штучку, это будет более затратно, чем связать два цилиндра и посерединке вот эту вот штучку треугольную, не знаю, какая она там, овальную. Вот, поэтому просто упрощают процесс производства. А если брать конкретно вязание руками или на машинке, то, конечно, вот как вы кроите брюки, ну не вы, да, наверное, все видели выкройку брюк, точно так же вяжется все и спицами. Только единственное, что важно, ну вот смотреть посадку, потому что сверху, потому что может случиться так, что вы до середины попы довязали, и у вас на вас штаны просто не сядут. Так, ну, может, кто еще что подскажет? Да, девочки, подсказывайте. Причем вязала просто по фото. О, круто. Да, шорты бомба и мужчине, и женщине, и детям. Это супер. Ой, сейчас все хотят шорты. Так, что за шорты? Женя спрашивает. Может, ажурное длинное платье, но вроде принцип, как у любого платья. Ну да, в принцип, как у любого платья. Знаете, еще какое прикольно связать? Мне кажется, тоже, что чтобы такое немного разнообразия внести, чтобы не было обычным платьем. Принцип вязания какой-то ажур, и можно из тоненьких ниточек, можно из махера, вот как я вязала, можно из хлопка. Мне из хлопка нравится. Когда вы просто меняете номер спиц, то есть вы начинаете снизу вверх вязать, и вы вяжете так, я буду вязать, и то я сейчас заговорюсь, и вы вяжете, например, начинаете на восьмерке, потом берете спицы номер 7, потом номер 6, 5,5, 5, 4, 3, и доходите до троечки, и здесь уже, например, вяжете троечкой. И у вас получается платье сплешенное к низу, и вам не нужно заморачиваться насчет прибавок или там раппортов узора, чтобы все помещалось с этими прибавками, а вы просто с помощью диаметра спиц расширяете свое платье к низу. Вот это, мне кажется, тоже было бы прикольно связать, но это больше на лето, конечно же, чтобы оно было длинное. Добрый вечер. Сегодня по вашему видео связала окат рукава. Все доступно. Спасибо вам большое. Ой, Лена, очень приятно. У нас будет скоро, ну, этой осенью интенсив по вязанию свитера с вточным рукавом, и я там еще раз про окат буду рассказывать, поэтому, если хотите, присоединяйтесь. Так, шорты вообще в моде сейчас. Ой, я даже не знала. Женя, шорты классные, милые, дома, на улице, фотки есть. О, все поддержали, шорты было бы круто, всем подходят. Ничего себе, можно халатик. Халатик. Халатик надо какую-то пряжу такую, да, для халатика. Интересно, Сашуля, в 2 нити вяжешь, первые в одну или в 2? Первый вязала в одну, этой же пряжи, спицами 4,5, второй вяжу в 2 нити, спицами 5 из этой же пряжи. Хочется все азы изучить, но в принципе все, и хочется еще комбинезон для себя тоже взрослый. Ого, прикольно. Комбинезон интересно, это сразу и штаны, и верх, как с платьем мы вязали.
Интересная идея. Так, сейчас Сашу на шорты раскрутим. Ну, раскручивайте, почему бы нет? Вы мне почаще пишите про шорты, чтобы у меня родилась какая-то идея, потому что пока в голове я это плохо вижу. Сашуль, как твой коврик продвигается? Нет, он у меня просто лежит. Я вот себя подталкиваю, потому что скоро зима, и, в принципе, это хорошее время года для коврика, поэтому подталкиваю себя его связать, вот, наверное, к осени. Ну, не к осени, а осенью. К осени я точно не свяжу. Ура, довязала спинки и полочки, начинаю рукава. Класс, я жду фотографию тогда. Очень. Да, тонкий ажур. Ага, это про платье. Ух ты, да, это про платье. Саша, регланная линия будет из петель, либо полочки и рукава. Это мы уже будем выяснять с вами завтра, да, мы завтра делаем расчеты. С вами будем выяснять уже на месте, у кого как будет. Я вам расскажу там, в чем дело, дам некоторые советы, вы сами будете решать, откуда у вас будет идти регланная линия. Да, была такая идея с крючком про разные спицы. Хочу, можно в мае. О, уже на май запланировали. А шорты когда вам тогда? Очень круто, спасибо. Шорты вам тогда когда? Сашуля, добрый вечер, Анна. У меня вопрос по кардигану. Нижнюю часть связала ажурную, а реглан, наверное, буду вязать лицевой гладью. Нижняя часть по своему узору требует блокировки, как шаль. Так, сейчас. Может, мне блокировку сейчас сделать? Да, Аня, сейчас. Я как раз вчера рассказывала, кто не уверен в своей длине кардигана, ширине, ну вот кто боится, да, что будет слишком широкий или слишком узкий или короткий, то сделать сейчас до вязания регланов влажно-тепловую обработку. То же самое в вашем случае. Если вы вяжете ажурную нижнюю часть, которая требует блокировки, чтобы все хорошенько разгладилось, разложить по ширине, расправить узор, делайте это сейчас, потом мы довяжем вверх, и можно потом вверх, ну, как бы, знаете, отдельно, то есть верхнюю часть можно помочить, а нижнюю уже не мочить. Но, в принципе, это тоже уже вы сами решите. Так, у меня последний рядок перед прибавкой, сейчас я провязываю и камеру поверну, покажу вам, как я делаю прибавки. Я думала, я дольше буду вязать. Саша, закрывать для подрезов в лицевом ряду, спинку в лицевом, первый подрез, в изнаночном второй подрез. Все петли для подрезов мы закрываем в начале ряда. То есть у вас не получится спинку, например, закрыть в лицевом ряду. У вас останется там петля, вам нужно будет ее ну, как бы отрезать, изнаночный ряд вам нужно по-любому довязать, то есть вам нужно новую нитку приставлять, и это очень неудобно и вообще, в принципе, нелогично. Вот, в одной полочке мы закрываем петли подрезов в начале ряда, провязываем лицевой ряд до конца и провязываем весь изнаночный. И вторую полочку мы лицевой ряд провязываем до конца, без убавок, поворачиваем изделие, и в изнаночном ряду в начале ряда закрываем наши подрезы и довязываем до конца. Таким образом мы полочки наши закроем. В рукавах, как и в спинке, в начале ряда лицевом провязали до конца, в изнаночном ряду в начале провязали до конца. Так, Саша, свитер, лоб и песню не планируете вязать? Мне многие спрашивают, да, может быть, до него тоже дело дойдет, пока тоже еще не родилась в голове идея, картинка. Мне кажется, до него тоже доберемся. Так, в 2 получается объемнее или просто тяжелее? В 2 нити получается объемнее, получается плотнее, дырочек практически нет. То есть кардиган такой капитальный. В одну, это вот я вам скидывала, это такое, знаете, нарочито небрежное, растянутое, перетянутое, что я и хотела, то у меня и получилось. То есть совершенно разные фасоны. Так, в апреле шорты. Ой, шорты в апреле. Ага, ничего себе. В мае платье, да, вы сказали. Довязываю второй кардиган халатик. Ура. Ой, класс. Я очень жду фотографию, Наталья. Я помню ваши халатики. И вообще, в принципе, вы знаете, стало как-то в первом интенсиве, видимо, просто не было привычки. В первом интенсиве я под конец только запомнила ваше платье, кто что вяжет. А сейчас уже во втором интенсиве я вот начиная с образцов уже очень многие запомнила кардиганы, очень многие жду, когда довяжутся, потому что мне кажется, что будет очень красиво.
Вот, так что я так уже вижу аватарку, вижу ник Инстаграма, и сразу в голове у меня так вырисовывается образец или, ну, та фотография, которую вы мне скидывали. Прикольно. Так, вместе написали шорты в апреле. Я думала, вы там перешептались, рядышком сидите. Сашуль, скажи, пожалуйста, может, я пропустила, есть хэштег какой-нибудь, что мы отмечали связанные тобой вещи? Я бы хотела посмотреть, что девочки связали. Да, есть хэштег у нас один общий, Саша нас плохому не научит в одно слово. А также есть отдельные хэштеги, которые относятся к разным нашим вязаниям. Вяжем с Краснобаевой реглан, это первое совместное вязание, еще не было интенсива. Второе, мы вязали платье, вяжем с Краснобаевой летнее платье, через нижнее подчеркивание все. И третий сегодняшний, нынешний наш интенсив, вяжем с Краснобаевой кардиган регланом, все через нижнее подчеркивание. Я, в принципе, отмечаю эти хэштеги. Вот Саша нас плохому не научит, не отмечаю, потому что мне как-то, ну, себя отмечать неправильно, свои работы, вот. Но вы можете под этим хэштегом посмотреть, девочки, что навязали. Шорты в любое время, я за. И к свитеру уже пряжу знаю какую, платье знаю, что хочу, подстроить под вас. Такой кайф вязать с вашими уроками. Спасибо, Наталья. А вы мне нравитесь тем, что вы очень благодарный слушатель. Такие эмоциональные всегда комментарии, они меня очень вдохновляют. Спасибо за ответ, не за что, Аня. Вяжу кардиган из Мохер Classic New, вся комната и одежда в пуху. Девочки, у меня такая партия, или она вся так лезет? Вообще, Мохер много лезет, серьезно. И советую вам после каждого процесса вязания, то есть там вечером, например, обязательно вокруг себя влажную обработку, влажную уборку сделать, вот прям сразу тут же, чтобы пух не успел разлететься по всей комнате, и потом, чтобы вам не пришлось его везде собирать. То есть немножко повязали, тряпочкой везде-везде протерли. Очень любят мохер под диваны залазить, у меня, например, прям вообще, поэтому нужно конкретно еще под диваном все мы вымывать, потому что он туда вот прям, его туда как втягивает. Саша, у меня разная пряжа планируется сверху в реглане. Если у меня разница в плотности в полсантиметра, это критично, чем-то грозит? Обязательно, Оксана, посчитайте в сантиметрах. То есть, если вы знаете, сколько сантиметров сейчас у вас кардигана, вы знаете, сколько петель, свяжите образец из той пряжи, которая будет сверху, и посчитайте, сколько сантиметров у вас составит кардиган сверху. Если разница в полсантиметра это вообще, в принципе, по всей ширине, то, конечно, не критично. Если в полсантиметра у вас образец полсантиметра уже или шире, тогда советую всю ширину посчитать. Так, можно мохер после ВТО пылесосом пропылесосить аккуратно, и все улетит отлично. Ух тышка, я не знала, спасибо. Я заказала пряжу для интенсива свитера от рукава до рукава, и для интенсива платье оверсайз. Круто! Я, кстати, не платье, я начала вязать такой свитерок. Я сделала расчеты все на платье, но решила свяжу сначала свитерок, а платье просто будет чуть длиннее, чтобы у меня было, опять же, две разные вещи. Но платье, наверное, тоже еще свяжу перед интенсивом. Знаешь, о чем я думаю всегда во время эфиров? Какой глубины у тебя полочки с пряжей, как глубоко можно туда занырнуть? Они у меня 40, кажется, сантиметров. Ну, то есть вот вся упаковка у меня помещается и еще остается вот так. Или 40, или 50, по-моему, все-таки 40 сантиметров глубина полочек у меня. Мы вместе с мастером, который эти полочки делал, мы брали упаковку с пряжи и смотрели. Я думала, я буду упаковками складывать, но решила, что это вообще какая-то фигня получится. Мне нужна красота, поэтому все из упаковок вытащила. Вот, ну то есть вот здесь у меня, например, на этой полочке один моток в длину, второй моток в длину и третий моток вот так вот уже поперек. Вот такая длина, и тут еще вот осталось вот столечко. Можешь взять моточек и посчитать. Раз, два, и ширина моточка. И вот так. Целые клубочки ни с каких концов не нужно оставлять. Оставляем Алиса с полочки. Я показывала в закрытом чате, где информация, с какого конца нужно оставить целый клубок. Кроличья нора с тоннами пряжи. Я беру детский мохер, всегда практически не лезет. О, хороший совет. Приветик, Ирен, очень приятно вас видеть.
Мгм. Будет еще интенсив по платью оверсайз, и что-то пропустила. Будет, да, планируется. Ну что, давайте я поменяю камеру и покажу вам свои прибавки, а то мы сейчас заболтаемся, уже полчаса прошло. Пока у меня телефон не тормозит, как раз надо пользоваться моментом. Приветик, приветик, как раз вовремя вы. Сейчас я покажу. Что-то он мне не хочет меняться. О, все, поменялся. Отлично. Так, сейчас будем вязать, девочки, будем вместе. И вы мне скажете, так вы делаете или не так. Но я уверена, что так, потому что я уже очень много раз показывала это все. Я бы просто руки туда запускала, а я сегодня запускала, чтобы вот этот моток достать, он как раз у меня пятый, и он уже вот так лежал. Я сегодня как раз туда нырнула всей рукой, мне очень понравилось. Приветик. Так, клубок, надо на полочках клубок оставлять. На одной полочке, да-да-да. Давайте я вам нарисую, чтобы вы понимали. Давайте этот момент сразу, раз я уже тут поменяла камеру, давайте я вам еще раз это все нарисую, покажу. Итак, смотрите. Смотрите, я показываю, как выглядит наше изделие с лицевой стороны. То есть, если вы разложите их лицом кверху, у вас будет полочка. Вот сейчас, на данный момент, когда вы еще не связали рукав, у вас полочка, потом у вас спинка, вы лицевой стороной это все складываете, и полочка. Вот так вы их разложили. Здесь у нас осталась ниточка, мы ее никуда, в смысле, мы ее отрезаем примерно. Оставляйте 1 метр, чтобы наверняка. Здесь мы тоже отрезаем примерно 1 метр. А вот эту ниточку мы оставляем клубочек от вот этой полочки. То есть вы должны полочка, вы должны, ну, как бы, или в голове, да, мысленно это разложить, или вы должны прям взять и вот так разложить свои полочки и спинки и посмотреть, в какой стороне вам нужно оставить моточек. Потом мы с этого моточка будем вязать туда-назад. Здесь у нас еще рукава вставятся. И мы будем все это вместе вязать туда-назад с этого моточка. Так, ну что, показываю я, как я делаю прибавки. Вот моя табличка с моими рядочками. Я вот провязала уже 5 рядов. Вот что у меня получилось. Теперь мне нужно делать прибавку. Я снимаю первую кромочную. Это нужно делать всегда. Кромочная у нас всегда пойдет в шов. Ее не нужно никак трогать. И дальше я просто беру моточек, ой, в смысле моточек, ниточку. Переворачиваю ее вот так. И надеваю на спицу. И затягиваю. Такой я сделала накид. Я его хорошенько затягиваю, чтобы все было, ну, то есть без лишнего пространства, чтобы не было дырочек. И дальше я снова вяжу свой ряд. Кстати, тут мне нужно отметить, что я провязываю этот рядок. Дальше я вяжу свой ряд по рисунку, как у меня петли смотрят. Это я вам показывала, я не буду повторяться, как я вяжу английскую резинку. Если что, можете посмотреть видео там, где я вязала образец. Так, сейчас я немножко поверну камеру. Спасибо большое за объяснение. Ой, очень рада, что я вам помогла. Это я, наверное, рассказывала девочкам в интенсиве, а в видео на ютубе я это как-то что-то пропустила. Хотя это важный момент. Так. Ой, прямой эфир приостановлен. Началось. Сейчас девочки присоединятся, и я продолжу. Покажу, как здесь я делаю прибавку. Что, девочки, я так поняла, когда мы меняем камеру, то у нас сразу виснет эфир. Как только я камеру ставлю
в нормальное положение привычное, так сразу с эфиром все хорошо. Это, наверное, какой-то секрет моего телефона или "Инстаграма", я даже не знаю, в чем дело. Спасибо, что вы так быстро подключаетесь. Я могу, наверное, продолжить, да? Давайте буду дальше рассказывать. В принципе, первую прибавку я показала, вторая делается точно так же. Вот у меня осталось 2 петли, я последнюю изнаночную провязываю, но в данном случае я ее снимаю в этом узоре. Точно, хорошо, что есть YouTube. И дальше мне точно так же нужно сделать новую прибавку. Я беру ниточку, ее переворачиваю и надеваю на спицу, хорошенько затягивая. Так, кромочную не теряем. И теперь провязываю кромочную. Переворачиваю. Здесь у меня сейчас будет всякая белиберда, но мне нужно хорошенько разобраться. Кромочную я снимаю. Здесь у меня лицевая, значит, вот эта вот, которую петлю я добавила, она у меня изнаночная. Поэтому мне нужно ее просто с накидом снять. Так, как мне сделать, чтобы телефон хорошо показывал то, что я делаю? Опять висит? Ну все, началось. Девочки, все ли нормально у вас, не висит? Я вот двигаю рукой, голос мой слышно. Вот это изнаночная петля, поэтому я ее снимаю с накидом. Вот как обычно я это делаю, так и снимаю. Главное мне ее подцепить. Сняла. Все нормально, да? И дальше я вяжу, с 4-го раза получилось зайти. О, жесть! И дальше я вяжу лицевую, изнаночную снимаю, все как обычно. Все хорошо. Жесть. То есть вам нужно несколько раз входить, да, чтобы войти получилось. Спасибо, что пишете, очень меня это радует, что вы не молчите, я хоть знаю, что происходит. Спасибо, спасибо, девочки. Так сразу быстренько мне написали. Повторю вопрос. Можно же уже все готовые части на одну спицу поочередно одеть? Конечно, да. Можете уже одевать полочку, рукав, спинку, рукав, полочку. Так, и здесь в конце вот я изнаночную снимаю, здесь у меня моя прибавка. Мне ее нужно провязать лицевой. Здесь у меня пока накида нет, поэтому я просто провязываю ее лицевой. В следующем ряду накид у меня появится. И кромочная. Переворачиваю, у меня следующий лицевой ряд. Сейчас я еще раз вам этот ряд покажу. И изнаночный, и, наверное, поменяю, чтобы эфир не вис. Вот у нас первая изнаночная, это наша добавленная петля. Я ее просто снимаю, как обычно, с накидом. Лицевую провязываю и дальше вяжу до конца, как привыкла. Ой, еле получилось войти. У меня только с твоего аккаунта удалось войти. А, я поняла, то есть сверху в сторис не показывает, да? Я не знаю, это какой-то заговор инстаграмный против меня, наверное. Я с 5-го раза только зашла. Лена, какой ужас. Так, ну что, доходим до конца. Сейчас я вам покажу, что у меня тут получается. Вот изнаночную мы просто снимаем. Здесь у меня уже лицевая с накидом. Я ее провязываю, так, чтобы не потерять, аккуратненько. Провязываю лицевую с накидом. Изнаночная, в смысле кромочная у меня остается, я ее тоже провязываю. Все, вот наша одна прибавка появилась. Эти были петли у нас изнаночные, это у нас будет лицевая, дальше идти вверх прибавка. И здесь у нас прибавка, шли у нас все лицевые, вот у нас изнаночная осталась. Это наша новая прибавка, она дальше будет вверх идти, и все будет расширяться постепенно. Давайте еще последний изнаночный ряд провяжу и уберу камеру, чтобы ничего не висло. Вот у нас новая прибавка. Просто изнаночная ее снимаем с накидом. Дальше вяжем все по рисунку. Повторила вопрос, так как пропустила ответ. Ой, а я не вижу ваш вопрос. Серьезно, напишите еще раз. У меня почему-то иногда не срабатывают комментарии. Девочки пишут, что мы видели эти комментарии, а вот я не видела, потому что я стараюсь все читать. Даже если не вижу, то я пролистываю назад и внимательно смотрю, все ли я прочитала. Не знаю, читала ли ты мой вопрос про убавки. Не читала.
не читала, повторите. И вот опять снова в конце у нас лицевая, это у нас накид, он немножко перемещается за счет того, что кромочная его подтягивает. Главное их найти, связать 2 вместе, снять со спицы и кромочную связать, как обычно, как вы ее вяжете. Все, готово. Теперь следующий лицевой ряд, я себе отмечу его сразу, что я его сейчас буду вязать, и камеру перемещу. Может, сейчас не будет виснуть? Санёк тоже подключился. Санёк, что сделать, чтобы не тормозило? Пропустила прибавки. Как в реглане набираешь петельки или поднимаешь с предыдущего ряда? Да, верно. Я набираю, потому что у меня тут пряжа рыхлая, и вязание мое рыхлое, поэтому мне слишком затянуто не нужно. Если у вас совсем тоненькие ниточки, вот прям вообще, тогда лучше из протяжки набирать новую петлю, просто потому что так дырочка будет меньше. Так, от сердечек тоже может виснуть. А я не знаю, девочки, кстати, от сердечек виснет или нет. Так. Блин, ну перезагрузить я не могу, уже девочки все подключились. Почему ты начинаешь делать прибавку в 6-м ряду, а не в 22-м, как по расчетам? Потому что если я сделаю прибавку в 22-м ряду, первую свою прибавку, я прямо сейчас по таблице покажу. Если я первую свою прибавку сделаю в 22 ряду, я, наверное, закрываюсь листиком, и меня не слышно, то последнюю прибавку я сделаю в последнем ряду или в предпоследнем. Ну, то есть она у меня как-то там рядом получится, если у нас тут нечетное число получилось, вот здесь. Вот, последняя прибавка нам не нужна перед самой подмышкой, потому что нам хочется, чтобы самая широкая часть рукава все-таки присутствовала. Если последняя прибавка будет в самом-самом конце, то по сути наш рукав будет шириной, как предпоследняя прибавка. Нам совсем не сыграет роли, если мы в последнем ряду прибавим и тут же закроем. Ну, это получится как бы не то, что мы хотели. Вот, поэтому я советую с серединки, вот если нам нужно в каждом 11 лицевом ряду делать прибавки, то примерно первую прибавку в 5-м ряду сделать. Если, предположим, у вас в каждом 22-м ряду прибавки, то примерно в 10-м ряду сделать первую. И тогда последняя у вас тоже будет примерно за 10 рядов до конца. Вот, я смотрела как раз расчеты сегодняшние девочек и увидела, что у многих, не у многих, у некоторых, как раз прибавка последняя получилась именно вот перед закрытием этих подрезов, перед закрытием подрезов, что, ну, не очень логично. Я не могу сказать, что это прям жесточайшая ошибка, просто вы не получите рукав сверху такой ширины, какой вы хотите. Он будет ровно на 2 петли уже. Поэтому мы что после резинки немножко должны провязать прямо вверх, что перед подмышкой мы должны провязать немножко прямо, чтобы у нас, ну, как бы такая средняя получилась ширина рукава. Ой, сейчас я чуть не пожаловалась. Чуть не пожаловалась на комментарий. Санек, вчера вышел Android Oro, ты счастлива? Не очень, потому что у меня его нет. Если бы он у меня был, может быть, была бы счастлива. Ну что, вяжем дальше. У нас осталось 20 минут. Я обязательно хочу немножко рукава связать. Вообще, в принципе, мне нужно завтра, чтобы уже рукава были готовы. Это мой первый рукав, кстати, потому что я не вязала сегодня рукава. И мне нужно завтра это все до эфира закончить, потому что завтра мы уже с вами будем делать расчеты. И, ну, желательно, чтобы все было готово. Ну, в принципе, я совершенно спокойно за завтра 2 рукава свяжу, как и вы. Вот. Завтра мы будем уже четко рассчитывать реглан. Это наша финишная прямая. После реглана у вас, по идее, никаких вопросов не должно остаться в плане вот всех расчетов. Потом мы будем делать после этого, по-моему, в понедельник, будем делать расчеты на планку и будем эту самую планку вязать. Это тоже интересная часть, потому что многие планку немножко неправильно вяжут. Немножко, не то что вяжут, немножко неправильно делают расчеты. Я хочу рассказать, каких делаю я, чтобы у вас планка четко вписалась.
Поняла, спасибо. Значит, если у меня в каждом 12 ряду прибавки, то прибавить первые надо в 6 ряду. Да, примерно да. Если вы прибавите примерно в 5 или в 7, там, ну вот плюс-минус, это не страшно будет. Главное, чтобы вы понимали, что снизу немножко прямо и сверху немножко прямо. Если вы сразу после резинки прибавите, это будет сильное расширение, ни к чему не нужное. Или если вы сделаете последнюю прибавку сразу в последнем ряду рукава, тоже никакого смысла в этой прибавке не будет. Она у вас не будет рукав расширять. Санек, наши дореволюционные телефоны 2015 года выпуска не поддерживают столь революционные технологии. Ну, блин, дореволюционный телефон 15 года, ну да, в принципе. Что тут поделать? Так, я провязала лицевой изнаночный, теперь отмечаю. Вот я уже 10 рядочков провязала из 54. Вообще, когда я вязала полочку, я посчитала, что я 10 рядов вяжу примерно за 15 минут. То есть, в принципе, я посчитала, что для полочки, чтобы вот так вот сесть и плодотворно работать, сколько у меня там было? Их 51 ряд. Для полочки мне надо было, ну, примерно часа 2. Это вот если я буду в расслабленном состоянии вязать. То есть, получается, что очень быстро вяжется вот спицами номер 5 на мой размер, и я думаю, что вы все успеете. Да, даже телефон 2016 года уже не рентабелен, да, так быстро технологии сейчас скачут, так никаких денег не хватит, если гнаться за технологиями в ногу. Но это у кого есть сильное желание покупать постоянно новые телефоны, тот покупает, а меня на 100% устраивает мой, потому что он, ну, во всех смыслах хорош. Сколько, тьфу-тьфу-тьфу, сколько бы я им не пользовалась, он у меня никак вообще не тормозит. Так, Саша, привет, привет, Юлия. Смотрю твои эфиры и записи на ютубе. Хочу сказать огромное спасибо, все очень просто и понятно. Спасибо большое, Юля. Я набираю 250 символов в минуту. Ну вот мы можем соревноваться, кто, Санек, кто набирает. Ты по символам за минуту, а я по количеству петель за минуту. Мне главное, чтобы Инстаграм поддерживал эфиры Саши, смотреть и учиться. Спасибо, девочки. Ну, все, закрепила образец булавками кровати, перемерила, и все сошлось, плотность одинаковая. А в свободном измерении была разница в полсантиметра. Все, тогда вообще можете спокойно вязать. Видите, вы сами хорошо все измерили. У меня 8 рядов, где-то час. Ну, я про полочку сказала, а полочка вот такусенькая. Я как-то утром проснулась, вот, по-моему, позавчера или вчера, не помню. Как-то утром проснулась и прям совсем рано, и мне что-то ничего не хотелось делать. Я, как всегда, это бывает иногда, взяла спицы и стала вязать. И вот вторую полочку я связала полностью где-то за час, наверное. И потом опять легла спать. И потом немножко доспала все, что я не доспала. И проснулась, у меня уже полочка готова. Ну, то есть я не засекала время, но реально где-то я ее за час связала. Поэтому вот то, что спицами все номер 5 и то, что на маленький размер, то реально можно связать за 2 дня. Если работать вот прям активно, то можно за 2 дня еще плюс домашние дела переделать, кушать, приготовить. Ну, за детей не могу сказать, но без детей спокойно. У меня на рукав 1,5 часа потребовалось. Ну вот, наверное, у меня где-то так же будет. А может быть, ну да, наверное, так же. В принципе, это как и полочка размером получается. Вот на полочку у меня часа 1,5-2, это если так еще немножко зевая ее вязать. То есть, в принципе, да, если посудить, то можно и за день связать. Но это если ни на что не отвлекаться вообще, чтобы тебе кушать подносили и, и больше никаких забот не было. Согласен. Это с чем, Яна, ты согласна? У меня спицы 4,5 и плотность нитки такая же, но рядов 132 в рукаве, видимо, так туго вяжу. Может быть. 132 ряда. У меня, знаете, у меня 108 рядов, я говорю 54 лицевых. Всего у меня 108. То есть, в принципе, ну, как бы разница у нас на сколько?
132 минус 108. 24 ряда, это не так много. У меня рукав больше полочки выходит. Там зависит еще от ширины и от длины самого кардигана. Вот-вот, про спицы и размер верно. Надеюсь, что свой кардиган английской резинкой на мой маленький размер свяжу намного быстрее маминого ажура. А, ты будешь потом еще вязать такой же английской резинкой, да, Женя? Я на прогулке с котенком вяжу по 20 сантиметров. С ребенком. Я думаю, как это на прогулке с котенком. С ребенком. По 20 сантиметров шикарно. Мне кажется, хороший результат, когда еще параллельно делается еще какое-то дело. Потому что тут я просто вяжу и ничего не делаю, а тут вы еще и с ребенком гуляете. Ой, Оле на предложение напиши, а я Оле на предложение не увидела. Серьезно, Оля, что-то я не вижу. Значит, еще раз напиши, если можешь. Всем привет! Сегодня связала рукав. Утром второй свяжу. Саша, когда соединение расскажешь? Завтра. Скажите мне точно. Мы же завтра будем, да, это разбирать? Я сейчас посмотрю, потому что я, честно говоря, из-за того, что я подготовилась прям задолго до эфира, все конспекты написала, то я немножко забываю, когда что мы делаем. Так, смотрите, завтра у нас будет 23 августа, расчеты реглана и выреза, да, верно, завтра мы все будем соединять, ну, чисто теоретически. Буду писать вам опять, как всегда, много всего на листочках, и мы будем делать расчеты. А вот уже в четверг мы будем начинать вязать наш реглан. Но вы завтра спокойно можете его начать вязать после расчетов. Третий блин с мясом таки лишний был, Санек. Ну ничего, зато наелся. Это вы перед эфиром поужинали. Да-да, пряжа и образец у меня уже есть. Спицы 4,5. Самое то для меня. Это Женя говорит, что будет вязать кардиган английской резинкой после того, как в интенсиве свяжет ажурный кардиган для мамы. Я расшифровываю для тех, кто на ютубе смотрит, чтобы было все понятно. Потому что у нас тут уже своя такая среда. Мы все друг дружку уже с полуслова понимаем. Эфир перенести на пятницу с понедельника. Нет, на пятницу эфир не буду переносить, это точно, потому что в пятницу вообще ноль. Девочек никого нет, в пятницу все отдыхают, куда-то уезжают, занимаются семьей, с мужем, с детьми. В пятницу я много раз проводила эфиры, и каждый раз в 2 раза меньше было человек, чем обычно. Поэтому будем уже в том темпе, в котором мы работаем. Сегодня утром шла на работу и видела такую картину. Выгуливали кошку на поводке и 2 собак без поводка. Они так классно играли. Кошки с собакой, ой, в смысле, собаки с кошкой играли или 2 собаки играли. Прикольно. Привет всем, я до сих пор на работе. Ой, дорабатывайте и скорее домой. Ура, я хоть и не в интенсиве, но походу бью рекорды все. Спасибо тебе, Саша. Это тоже классно, и я вам говорила, что вы можете не участвовать в интенсиве и вязать вместе с нами и смотреть на свою скорость. Так, еще 10 минуточек у нас. Не 10, 13, если точно говорить. Надеюсь, догоню на выходных. Догоните. У нас на следующей неделе, последней, у нас уже будет такое достаточно расслабленное состояние, потому что там, ну, мало у нас будет совсем работы. Вот. И мне кажется, что все девочки догонят. Будет у вас отдельная неделя для того, чтобы нас всех догнать. Вот. А те, кто вяжет вот прям, знаете, после эфира четко выполняет задание, вот на следующий день все готово, те уже закончат, я думаю, в понедельник, во вторник уже наденут свой кардиган. Ну, все зависит от того, как быстро он у вас высохнет. Так, у меня тут немножко запуташка. Ну, в смысле, запуталась ниточка. Так, уже 3 раза написала, у Саши его нет. Блин, это Оля, да, предлагала перенести, я так поняла, потому что Яна написала, что Оля просит перенести эфир с понедельника на пятницу. А по какой причине? Потому что в понедельник всегда тормозит Инстаграм, по этой получается. Если по этой,
Ну, просто серьезно не хочу, потому что в пятницу все настолько расслабляются, что у нас не будет никакой продуктивности, я вам серьезно говорю. В понедельник все настраиваются на работу после выходных, так гораздо проще. Собаки и кошка играли, видимо, втроем живут, прикольно. После расчетов планки свяжете, да, вот мне тоже так кажется. Хотя те, у кого планки нет, те свяжут и в конце недели. В этот раз все опытнее стали уже, вяжем толстыми спицами и пряжей, поэтому быстрее вяжется. Но я бы не сказала, что у всех прям толстые спицы. Есть у некоторых такие средней толщины спицы, и все равно вяжут молодцы. А есть девочки, причем не одна, а девочки, которые вяжут несколько изделий, несколько кардиганов. Мне тоже это так нравится, я ими восхищаюсь. И они мне присылают четенько всегда расчеты, на 2 кардигана. Потом спинку полочки присылаю 2 кардиганов. Мне очень это нравится. Быстро вяжете, у меня скорость хромает. Скорость набираете только с опытом. Я думаю, что у каждого скорость увеличивается постоянно с каждым годом, с каждым месяцем. Тут, ну, как бы я с такой скоростью не родилась. Просто много вязала и поэтому так. Насчет опыта согласна, а насчет спиц нет. У меня на полразмера меньше, чем в платье. Да, да. Вот, я же говорю, что у некоторых девочек, я так смотрю, спицы нифига не толстые, и петель и рядов тоже много, однако они вяжут все равно, все успевают. Вроде эфир только начался, а я уже рукав первый заканчиваю. Я еще параллельно заканчиваю свитерок регланом сыну. Осталось только немножко низ провязать, а я как Анка-пулеметчица, только оружие спицы. Здорово, это так хорошо, что вы еще параллельно что-то вяжете. И плюс еще и интенсив, и плюс еще и во время прямого эфира вяжете. Но там у вас, конечно, работа кипит. Ого, Женечка, кардиган легенький будет. Я пропустила. Давайте в следующем платье вязать. Может, голосование устроим? А Кат подождет, и в точной тоже. Давайте платье, я сейчас второе вяжу себе и дочке. Я тоже думаю, что платье следующее будем вязать. Потому что как-то вот, как-то, я не знаю, у меня больше меня к этому платью тянет. А потом уже посложнее, потому что я хочу тоже, чтобы пока вы вязали, уже набравшись опыта, чтобы вы уже несколько интенсивов прошли, чтобы вы уже там мне сами, знаете, высылали заранее все расчеты, а я только говорила правильно, неправильно. Ну, то есть, чтобы не было даже такого, что вы вообще не в курсе, что происходит, потому что иногда такое случается. Когда вот совсем новичок в вязании, тогда много вопросов. Так, я тоже хотела 2 сразу, но думаю, что не осилю пока, по крайней мере, ажур тяжело у меня идет. Ну, главное, что есть опыт, Женя. Потом ты будешь вязать и такое, и сякое, у тебя найдутся идеи. Если будет желание, можешь по такому же фасону вязать и вязать. Давайте платье, я за платье. Платье оверсайз, да. И я за платье. Отлично. Мастер, вяжешь не глядя, я так немного могу, но крючком. Молодчина, ты во сне еще не вяжешь, ну типа спишь, а руки вяжут. Сны тоже вязаные. Нет, во сне не вязала. Кстати, вязание очень редко снится. Видимо, мне в жизни его хватает, поэтому ничего такого, только вот в реальности. Так, и я за платье. Я думала за 2 кардигана, как 2 свитера вязала. Но у меня вяжется платье крючком, школьный жакет и пледик. Оля, жесть, и еще и плюс кардиган в интенсиве, и плюс еще ты, как всегда, быстрее всех все успеваешь, даешь все домашки за день, наверное, до того, как все начинают сдавать. Давайте на осень цвета горчицы или темно-синий. Платье цвета горчицы, уже мечты вдалась. Класс, это круто. Вообще, я, к сожалению, в эфирах, наверное, темным не смогу вязать, хотя хотела вот этот кардиган джинсовым цветом связать, потому что вам плохо будет видно. Нужно что-то такое не сильно светлое, вот это, например, сильно тоже светлое. А вот как я образцы вот эти вязала, вот, наверное, вот такого цвета что-то нужно по насыщенности, по яркости. Так что я еще в эту сторону думаю, не только что мы вяжем.
и какой цвет, но еще и такой цвет, чтобы он подходил под прямые эфиры. Можно связать комплект платья и кардиган вместе носить. Можете, вы, конечно, можете связать и то, тем более кардиган мы уже связали, ну почти, да, а платье как раз в следующем интенсиве свяжем. Опыт это да, я так рада, что встретила именно тебя на просторах интернета, вряд ли бы я узнала столько от кого-то другого. Спасибо, Женя. Очень красивое платье серое, которое на тебе, Саша, на фото. Я хочу немножко такое же связать, но короче гораздо, потому что это вообще не мой размер, это гораздо больше платья было, чем я сама есть. Вот, но вырез своеобразный я расскажу, и круглый расскажу, вы сами выберете для себя, какой хотите. Вот, а низ, в принципе, я тоже могу рассказать и низ, там низ зауженный, я могу и зауженный рассказать, и прямой рассказать, я буду вязать прямой. Ой, комплект, хорошая идея. Яна, ты все хочешь, все будешь вязать. Это классно, потому что когда глаза горят, то работа в 2 раза быстрее, по-моему, идет. Сашенька, ты лучшая, спасибо, спасибо. Ой, я за горчицу, Жене понравилась идея с горчичным платьем. Девочки, ну вы зря говорите мне про горчицу, а то я сейчас пойду себе новую пряжу покупать. Я хочу вязать из того, что у меня есть, потому что, мне кажется, слишком глупо покупать что-то еще, когда у меня целые кучи всяких моточков лежат. Выбираю то из того, что у меня есть, более-менее, чтобы качество было мне подходящее, и вяжу. А если новое покупать, ну я, кстати, недавно купила себе все равно новую пряжу. Посмотрим. Все, хочу платье. Мне приснилось на днях, что я Саше отправила фото спинки и полочек, а она нашла в середине полочку ошибку. Проснулась в холодном поту. Какой ужас. Это какой-то кошмар у вас. Да, и все хочу, а на деле Вселенная подари мне время. Это всем надо, рукодельницам время. Чмоки-чмоки, спасибо. Мы тут ехали с супругом вместе в машине, и я рассказывала ему, как здорово, что на просторах Инстаграма я встретила тебя. Ведь такую информацию не дает никто. Спасибо, Наталья. Сон ржач. Я тоже буду вязать платье, горчичная идея, супер. Ну что, давайте все тогда горчичное платье, у нас будет хэштег «Вяжем с Краснобаевой горчичное платье». Все будут вязать из этого цвета, а представьте реально, как будет прикольно, если все будут из одного цвета вязать. У всех будут совершенно разные, как обычно, потому что вы сами узоры выбираете, но в то же время цвет один будет и фасон будет одинаковый. Прикольно, но это тяжело, потому что не все захотят горчичный. Так, что сейчас горчицы вяжу, верх, правда, будет другим цветом. Да-да-да, я помню ваш кардиган, мне он очень нравится. Давайте все горчичные. Ну, это такое, кто хочет, тот давайте горчичное вязать. Блин, у меня нет горчичного. А мне что делать тогда? Мне нужно думать, где мне взять горчичную пряжу. Ой, круто, у меня есть пряжа горчичного цвета. Давайте тогда, кто хочет, будем горчичное вязать. Почему бы нет? А кто нет, будет вязать свое. Ой, а мне не идет хаки. Хаки вообще шикарно. Давайте и тот очень цвет необычный, редко встречающийся, поэтому хаки можно тоже. Состав какой? Пошла пряжу выбирать горчичного цвета. Как обычно, любой состав. Любой состав, платье... Ой, тю, у меня отключился телефон, потому что села батарея, я даже не заметила. Блин, ну ладно, тогда попрощаюсь уже с вами. До завтра. Завтра будем делать расчеты нашего реглана. Все, приятного вам вязания. Уже не буду второй раз подключаться, мы ровно час общаемся.